Привет, друзья! Сегодняшний выпуск новостей Германии и Европы получился особенным. В Берлине обсуждают новое предложение правительства Фридриха Мерца, касающееся программы поддержки переселения афганцев. Также в центре внимания снова оказывается Rheinmetall. Компания представила масштабный проект технологического развития Германии, который охватывает несколько направлений от морских исследований до космических технологий. Из Азии пришли новости о китайском авианосце Фуцзянь. Эксперты заметили там техническую особенность, из-за которой обсуждают, насколько корабль сможет выполнять вообще свои функции. В Европе тоже непростая ситуация. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен одобрила почти 2-миллиардную выплату для немецкой компании Lear. И это решение уже называют одним из ключевых для энергетического перехода Германии. К тому же обсуждается вариант правительства меньшинства для Фридриха Мерца. Есть новости и от бизнеса. Сегодня компания Amazon объявила о рекордном наборе временных сотрудников, а в Германии и Франции продвигают инициативу о цифровом суверенитете с европейскими облаками и собственными IT-решениями. И под конец яркий сюрприз из Китая. Там нашли месторождение, масштабы которого удивили даже геологов. Про все эти последние события часа я расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии правительство Фридриха Мерца предложило некоторым афганцам, которые уже получили официальное разрешение на переезд в Германию, рассмотреть альтернативу помощи и поддержку, включая финансовые и социальные меры. Это предложение направлено людям, которые годами ждут в Пакистане, но их программа переселения стала. Тем, кто согласится, обещают выплатить до 2500 евро до выезда из Пакистана, а после отказа и возвращения в Афганистан или переезда, например, в третью страну, можно получить еще до 10 тысяч евро. Кроме того, предлагается помощь в виде жилья, медицинского и социального сопровождения на несколько месяцев. Те, кто примет это предложение, не смогут позже снова участвовать в этой программе переселения. Другими словами, их исключат из текущего списка участников. Некоторые уже критикуют такой подход и отмечают, что это может быть больше формой контроля программы переселения, чем непосредственной помощью людям. Следующая новость – одна из самых важных для экономики Германии. В Германии компания Rheinmetall – это один из крупных производителей технологических решений для обороны, разрабатывает новый масштабный план развития. Это стратегия, которая охватывает несколько направлений одновременно. Во-первых, компания планирует развивать морские технологии, включая строительство кораблей и систем для флота. Во-вторых, Rheinmetall работает с космическими технологиями, планируется использование спутниковых данных для наблюдения и управления технологическими системами. Это позволит эффективнее объединять информацию с наземных и воздушных источников. Также компания активно развивает систему защиты от дронов и других воздушных угроз, которые могут автоматически отражать эти атаки. Аналитики считают, что все эти новые направления могут приносить Rheinmetall внимание, десятки миллиардов евро в ближайшие годы. Руководство видит в этом не просто рост продаж, а переход компании к современным высокотехнологичным системам для армии и обороны. Следующая новость связана с обсуждением развития оборонных технологий в Китае. Итак, в Китае построили новый современный авианосец Фуцзянь. Эксперты отметили технологическое ограничение. На палубе, внимание, корабля нельзя одновременно запускать и сажать самолеты. Это связано с тем, что катапульты для взлета расположены слишком близко к полосе посадки. Из-за этого авианосец пока не сможет использовать все возможности полностью. Количество вылетов, соответственно, будет ограничено примерно на 40% меньше, чем у современных авианосцев других стран. Особенность возникла потому, что инженеры изменили саму систему запуска самолетов на электромагнитную, при этом палубу обновили частично. В итоге Фуцзянь пока не сможет использоваться в полном объеме и может применяться только для демонстрации своих возможностей, чем для повседневных задач. Вот такие-то недостатки в современном авианосце. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен разрешила выплатить компании Lear почти 1,75 миллиарда евро. Эти деньги нужны, чтобы закрыть угольные электростанции. Причина в том, что Германия постепенно отказывается от угля до 2038 года.
Большая часть денег, около 1,2 миллиарда евро, пойдет именно на закрытие угольных шахт, рекультивацию земли и оплату обязательств перед работниками. Остальные, примерно 550 миллионов евро, покрывают потерю прибыли компании, ведь закрытие станции больше не будет приносить деньги. Комиссия Европейского Союза считает, что такая помощь законна, потому что она помогает плавно перейти на другие источники энергии и не допустить экономического кризиса в регионах, где угольная промышленность важна для рабочих мест. Проще говоря, правительство Фридриха Мерца через Европейский Союз Урсулу фон дер Ляйен помогает угольной компании Германии закрывать старые электростанции, чтобы переход на чистую энергию прошел без сильных экономических проблем. И это только начало. В Германии сейчас обсуждают вариант, когда правительство Фридриха Мерца будет состоять из меньшинства. Это значит, что у правящей коалиции не будет большинства в парламенте, и для принятия законов ей придется искать поддержки у других партий. Фридрих Мерц из партии Христианско-демократического союза, напомню, говорит, что такой вариант абсолютно исключен, потому что без большинства правительство будет слабым и не сможет проводить важные законы. Лидер баварской партии ХСС Маркус Зёдер тоже предупреждает о рисках. Правительство без большинства будет постоянно зависеть от других партий. Проблема еще в том, что иногда для принятия закона правительству меньшинства придется договариваться именно с другими партиями. Это может повлиять на политическую расстановку сил, а традиционные партии столкнутся с задачей сохранить свое влияние. Иными словами, идея правительства меньшинства вызывает много споров, это возможно, но очень рискованно для стабильности этой власти. А дальше еще интереснее. В Германии компания Amazon, внимание, нанимает около 12 тысяч временных сотрудников на склады и в логистические центры, чтобы справиться с большим количеством заказов в праздничный сезон. Это на 3000 человек больше, чем в прошлом году. Большинство из этих работников будут трудиться до конца этого года. Часть начала работать еще в октябре, а основная волна пришлась на ноябрь. Их главная задача состоит в сортировке и обработке посылок, чтобы заказы доходили до клиентов вовремя. Amazon объясняет набор сотрудников ожидаемым ростом заказов во время распродажи и Рождества. Компания готовится к пиковым нагрузкам, чтобы доставка товаров не задерживалась и покупатели оставались довольны. И еще одна новость. В Европе сейчас хотят, чтобы цифровые технологии, такие как облачные сервисы и искусственный интеллект, были под контролем именно европейских стран. Напомню, что сейчас много важных данных хранится где? У крупных компаний из Соединенных Штатов Америки, таких как Google, Microsoft и Amazon, и Европа от них зависит. Немецкое и французское правительство предлагают строить свои европейские облака и центры обработки данных, чтобы данные оставались в самой Европе. Они также хотят использовать открытое программное обеспечение open source и внедрять электронные идентификации, например, цифровые кошельки, под контролем именно Европейского Союза. Цель этого – цифровой суверенитет. Европа сама контролирует свои данные и технологии, а не зависит от иностранных компаний. Это касается как государственных данных, так и технологий, которые используются для искусственного интеллекта. А теперь невероятная новость. Внимание! В Китае нашли огромное месторождение золота. Там золото примерно 1444 тонны. И это самая крупная находка в стране за последние 70 лет. Месторождение находится в провинции Ляньин. Шахта называется Дадунгоу. Чтобы добыть золото, внимание, нужно переработать очень много земли, потому что золота вроде немного. Чтобы вы понимали, всего лишь 0,56 грамм на тонну. Общая стоимость золота оценивается примерно в 166 миллиардов евро. Разведка и подготовка к добыче заняли всего лишь 15 месяцев, что очень быстро для такого крупного месторождения. Золото находится на глубине от 115 до 913 метров вниз. Шахта большая и протяженная. Это открытие важно для Китая, потому что страна сможет увеличить свои запасы золота и сильнее влиять на мировой рынок. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.